2 красных, 2 шара, 3 красных, 1 цилиндр. Так, по ФФЕ, огнетушители, шланги. Надо еще политику компании. Так, документы на приход, Port of Call, Crew-лист, List of Vaccination, Crew Effects Declaration, по векторам. Так, Inspection, по конвенциям, SOVAS, MARPOL, LCA Code, Life Jackets, Immersion Suits, круги, да, пиротехника у нас в масле, ФСС Code, костюм пожарного, смена экипажа, ПИРП, САРС, шлюпки, плоты. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Сегодня я постараюсь структурировать всю эту кашу и дать рекомендации. Да, сегодня мы с вами поговорим о вступлении в офицерскую должность. Когда вы идете первый раз третьим помощником капитана, либо джуниор-офицером, эта стартовая должность может отличаться в разных компаниях. Но суть этой работы будет одна и та же. Поэтому мы сегодня постараемся разобрать ряд вопросов и дать определенные рекомендации, чтобы вам было легче, как практиканту, как кадету, либо матросу с дипломом, перейти с палубы на мостик, но уже не в качестве рулевого или вперед смотрящего, а в качестве лица, способного принять командование пароходом и нести ответственность за принятые решения. А эти решения должны базироваться на вашей изначальной подготовке. Иметь вы должны минимальный багаж знаний, потому что эти решения, которые вы примете, будут непосредственно влиять на вашу безопасность, на безопасность других членов экипажа, судна и груза. Помимо вахты, у вас будет много других задач и обязанностей, которые кроме вас никто не сделает. И очень часто, практически всегда, человек просто практически не знает их выполнения. А если знает, то крайне поверхностно. И для того, чтобы разобраться, понять все те подводные камни, с которыми мы сталкиваемся, для этого нужно время. А времени в судовых условиях практически нету. А с вас эту работу будут спрашивать. Для работы нужен опыт, но без опыта вас не возьмут на работу. Мы не будем сейчас разрывать этот порочный круг, мы лишь дадим вам некоторые рекомендации, чтобы путь ваш от кадета, практиканта, моряка был максимально безболезненным в переходе в офицерский состав. У каждого свой уровень подготовки, у каждого есть свои слабые места, свои пробелы. Возможно, кто-то из вас почерпнет что-то полезное в старт из этого видеоролика, а более опытные товарищи напишут в комментариях свое видение и дадут свои рекомендации в помощь молодым. Я условно разобью это на 3 части. Это ходовая вахта, вахта в порту и обязанности. Вы на ходовой вахте. Вы самый главный человек на судне. До тех пор, пока капитан, либо старпом, в зависимости от часов работы, не примет на себя командование. Вы отвечаете за все. И эта ответственность должна подкрепляться необходимым минимумом. КАУРЭК. Вы должны знать МППСС, но еще важнее применять их. Когда я был джуниором и нес одну из своих первых навигационных вахт, Under Supervision of Chief Officer, у меня была обычная классическая ситуация, head-on situation, ехал навстречу мне пароход, и я задал вопрос старпому, когда лучше отворачивать вправо, с тем, чтобы разойтись со встречным судном левыми бортами. Ну, казалось бы, обычная ситуация. На что старпом мне отвечает, согласно КАУРЭК. Я говорю, ну окей, ну а когда лучше? То есть я почитал в рекомендациях к МППСС, что зона действий примерно от 8 до 4 миль. И когда я ему об этом сообщил, в ответ я получил очень сильную дозу негатива, что я должен действовать только согласно официальным правилам, и никакие рекомендации, никакие там дополнительные советы я использовать не могу, потому что это неофициально. Вот. Ну, я принял решение и повернул руль вправо, и мы разошлись с этим пароходом как бы без проблем. Но вопрос у меня остался висеть. То есть я не понимал, все-таки же есть рекомендации, все-таки есть какие-то цифры, есть какой-то обобщенный опыт, но в то же время мне старпом, как более опытный навигатор, мне говорит, что я не имею права это использовать. Еще, естественно, мне это сказал в очень грубой форме. Окей, проходит час.
Аналогичная ситуация, следующее встречное судно, один в один. Поднимается на мостик капитан и спрашивает у меня: вот ты, говорит, вахтенный помощник, вот что ты будешь сейчас делать? Я говорю: буду отворачивать вправо с тем, чтобы разойтись чисто левыми бортами. Ну хорошо, а когда? Я говорю: заблаговременно. Ну окей, а когда именно? Ты, говорит, рекомендации читал? Я такой: читал. И что там? Там написано, что от 8 до 4 миль это зона действий. А уже с меньше 4 миль это зона, так скажем, чрезмерного сближения. Он говорит: ну отлично, молодец, знаешь, действуй. Капитан уходит, на что старпом мне отвечает так: сколько людей, столько и мнений. Конечно, лучше показать свои намерения другому судну заблаговременно. Ну и в то же время не слишком рано, потому что ситуация еще может не раз поменяться. Делая маневр, изменение курса должно быть значительным. Избегайте мелких изменений курса, когда вы будете расходиться с другим судном. Следующий момент. Не нужно тулиться в ваш коридор ИГДИС. Пароход не на рельсах. Если у вас достаточно водного пространства, отойдите с курса, разойдитесь с пароходом на большей дистанции. Так будет гораздо безопаснее. И учитывайте размеры другого судна. Чем больше судна, тем больше делайте свой CPA. Уступаете дорогу другому судну на довольно-таки близком расстоянии, делайте это больше. Отверните ему в корму. Даже несмотря на то, что у вас арпа показывает хороший CPA. В ситуации сходящихся курсов, когда справа от вас судно, и вы движетесь примерно с одинаковыми скоростями, не подпускайте его слишком близко. Свяжитесь с ним, позовите его, скажите, что вы будете отворачивать примерно на 70 градусов вправо его на корму, с тем, чтобы пропустить его у себя по носу. А потом потихонечку возвращайтесь на курс. Да, вы так потеряете время, но так будет гораздо безопаснее. А еще лучше, перед этим маневром позвоните капитану. Да, и по поводу, когда звонить капитану, у вас будут четкие инструкции на этот счет. Они будут изложены в Master Standing Orders, в Night Orders буке. Их пишет сам капитан в соответствии с политикой компании. И вот некоторые примеры. Значит, у нас с вами CPA 1 миля в дневное время, 2 мили в ночное время, и при этом время сближения 15 минут. Ухудшение видимости меньше 3 миль. У нас с вами heavy traffic, heavy weather, либо что-то поломалось, либо вы приняли дистресс, либо вы просто сомневаетесь по поводу какой-либо ситуации у вас на мостике и вам необходима помощь. Вы, естественно, звоните капитану. И это далеко не полный список, когда нужно звонить мастеру. Вообще, как мне сказал один старпом, он сейчас работает капитаном, самый правильный ответ на вопрос, когда звонить капитану, это тогда, когда у вас закралась мысль в голове: а не позвонит ли мне капитану? То есть это относится к тем ребятам, которые уже вроде как чему-то научились, вроде что-то имеют, но опыта все равно мало. И тут еще немаловажный фактор играет усталость. То есть когда человек, особенно после выхода из порта, у вас были 6-часовые вахты, вы испытываете моральное и физическое истощение. И как хорошо бы вы не знали МППСС, как его хорошо применять, каким бы опытом вы не обладали, вот этот стресс для организма, он может дать вот ту самую роковую ошибку. Когда вы звоните капитану, научитесь четко, кратко и ясно излагать навигационную обстановку, чтобы он понимал. Если вы растерялись, если вы не знаете и не понимаете, что у вас происходит, просто скажите: нужна помощь с навигацией до ближайшей цели 1,5 мили, время 15 минут. Поднимитесь, пожалуйста, на мостик. Все. Он придет, но при этом не нужно расслабляться. Вы будете ему помогать. Берите пеленга на цели. Контролируйте, кто изменил курс, если судов у вас много. И главное, следите за его действиями. Учитесь, смотрите, как он разруливает эту ситуацию. Ведь вы сейчас будете получать
те самые ваши первые бесценные уроки навигации, которыми ни один вот этот тренажер вас не научит никогда. Да, а если вы звоните капитану, он не берет трубку. Звонить в столовую, там, на камбус и спрашивать, объяснять повара, а вы не видели, где там капитан? А тут на нас судно едет. Это тоже глупо и опасно, крайне. То есть вы должны знать любые способы, как вызвать мастера на мостик. Это может быть 2 коротких по общей садовой тревоге. Это может быть по громкой связи на весь пароход. Нажимаете и говорите: капитану срочно прибыть на мостик. Капитану срочно нужно подняться на мостик. Он придет и, соответственно, выполнит свои обязанности. И вот, когда вот у меня была одна из первых навигационных вахт, когда у меня впереди было очень много рыбацких лодок, я позвонил мастеру и сказал, что у меня сомнения, как их объехать. Впереди рыбацкие лодки. Ну окей, он приходит, смотрит на это все и говорит: если у тебя сомнения в отношении, как их объехать, тогда у меня сомнения в отношении твоего диплома. И дальше в этом же контексте идет доза негатива. Ситуация усугубляется, решения нет, стресс, естественно, поднимается, то есть помощи никакой не оказывается. Есть только моральное давление на человека, который первый раз стоит на навигационную вахту. Окей. После этого я стоял с матросом, я говорю матросу: вставай на руль, и команду: право на борт. После этих слов капитан прекращает все общение и быстрым шагом покидает мостик. Мы объезжаем этих рыбаков, они уже практически на траверзе по левому борту проходят. Звонит и говорит: ну что, проехал? Я говорю: да, проехал. А ты боялся. То есть люди у вас будут разные, у каждого будет разный подход в обучении. Кто-то придет сам, встанет там на ручной или просто скажет, на какой курс лечь, ничего не объясняя, либо будет сам помогать вам объяснять. То есть у каждого человека будет разный подход, абсолютно. Поэтому здесь еще очень важно быть морально стрессоустойчивым. И самое главное, какой бы там страшный дядька у вас не был, никогда не бойтесь, что вы что-то не знаете. Даже он придет, будет на вас там орать, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Вы свою задачу выполнили. Вы позвонили капитану, вы засомневались, вы сделали звонок, вы запросили, так скажем, помощь. Вы все сделали правильно. Поэтому это в первую очередь. Как мне говорил один капитан, лучше 100 раз поднять капитана, чем 1 раз посадить. Но, кстати, тот капитан говорил так: сядем вместе. Давайте теперь кратко по бриджик-вейпонту. Вот что самое-самое минимальное, да, вот нужно знать по оборудованию мостика. Поехали. ECDIS. Вам нужно уметь посчитать estimated time of arrival в определенную точку с различной скоростью. Второе. Вам нужно уметь изменять ваш маршрут, но сохраняйте его под другим именем, с тем, чтобы второй навигационный помощник смог ввести коррективы в PSH-план уже по новому измененному вашему маршруту. И третье, уметь ставить anchor watch, то есть тот круг на якорную стоянку, безопасный. Радар ARPA. Уметь захватить цель, снять элементы движения цели, изменить вектора, изменить трейлсы, поставить марку на радаре, особенно когда у вас лоцманская проводка. GPS. Не только просто переписывать координаты, но и знать, где HDOP, Horizontal Dilution of Precision, то есть точность вашей системы GPS. Уметь менять геодезическую систему в случае необходимости, ну, по крайней мере, знать, где это находится в меню.
с VJS 84 на какую-то другую. ICE. Уметь вносить информацию рейсовую, то есть изменить осадку, изменить port of destination, количество экипажа, знать, как эта процедура выполняется, знать, где pivot plug, уметь лоцману объяснить, где он находится, куда он выведен. По лагу. Отчет лага вы знаете, как снимать самого дисплея, но также вам нужно уметь на Start of Passage его сбрасывать. Course Recorder, Managing Telegraph Recorder, то есть любое оборудование, которое Echo Sounder еще рекордер, любое оборудование, которое имеет бумагу, вы должны уметь заменить его, если рулон закончился. По Echo Sounder включить, выключить сигнализацию выхода на определенную заданную глубину. Гyrокомпас, Magnetic компас. Вы должны уметь переключать какой из компасов, выбирать заглавный в системе. Автопайлот. Ну, самое элементарное. Переход с автопайлота на ручной и делать тесты of course alarm и heading monitor alarm. VHF. Как доложиться в порт. Поначалу вам будет сложно. Этот барьер был у каждого. Вы преодолеете это с опытом. Чем больше практики у вас будет по докладу по VHF, тем лучше. Как позвать другой пароход. Как с ним договориться о маневрах. Важно, никогда не договаривайтесь с несколькими пароходами одновременно. Yes, my friend, I have one vessel coming down on my starboard side. I cannot alter course to starboard. I will keep my course like this. Inmarsat Sea, Navtex, Verso Facsimile. То есть хотя бы понимать, что там в сообщениях у вас пишут. Умейте оценивать погоду. Читать факсимильные карты. В некоторых компаниях за ГМССБ отвечает третий помощник. И он является person in charge in case of emergency. То есть у вас должна быть некоторая база подготовленных заранее месседжей. В случае той или иной ситуации это будет fire, pollution, piracy attack, то есть все что угодно. И вы должны будете отправить это посредством вашей системы. Также, конечно же, уметь делать тесты всего оборудования согласно инструкции мейкера, согласно политике компании. Обязательно делать записи в ГМССБ журнал. Уметь, естественно, подать дистресс должен любой вахтенный помощник, так же, как его отменить, понимать и знать, что такое distress relay, distress acknowledge. Все эти процедуры, они, как правило, все в постерах изложены, алгоритм действий, поэтому проблем возникнуть не должно. Даже если вы забыли, вы всегда можете подойти, у каждой этой консоли, у каждого прибора есть все эти инструкции. Разобраться с подсветкой оборудования, когда вы переходите из дневного режима в ночной. Когда у вас расцветает, вам нужно опять увеличить яркость каждого прибора. Не забывайте про это. Как подать сигнал тревоги по всему пароходу? Где у вас Fire Alarm панель? Какая зона у вас горит? Где возможен пожар? Разберитесь с этим заранее. Мониторьте почту на Communication PC, когда нет капитана на мостике. Возможно, что-то придет важное от фрахтователя. Возможно, агент срочно запросит какую-то документацию. По мостику можно дальше продолжать, но это тот самый минимум, очень-очень кратко. С тем, чтобы вам хотя бы в старт влиться этой работы. Теперь вторая часть, когда мы несем вахту в порту, на якоре, у причала и грузовые операции. Ну, перед тем, как приехать в порт, возможно, вас поставят на якорь. И не исключена вероятность, что на якорь пойдете вы. Что в этой случае вам необходимо? Ну, во-первых, Personal Protective Equipment. Обязательно очки. Это очень важно быть в очках при якорных операциях. И вместе с боцманом считайте смычки. Как правило, они отмаркированы, но не всегда. И докладывайте направление. Направление докладывайте по системе часов. Вот представьте себе циферблат часов, 12 часов это вперед, 3 часа это вправо, 6 часов назад. И сила малая, средняя, сильная натяжение, якорь цепи.
От этих докладов ваших на мостик будут зависеть, какое решение будет принимать капитан при маневрах. Это очень важно. Особенно в ночное время. Это будет сложнее, но тем не менее. Вы должны быть к этому готовы. Mooring Operation. Тут два варианта возможно. Либо вы останетесь на мостике и будете помогать капитану вместе с лоцманом, либо вы пойдете швартоваться. В первом случае вам необходимо обеспечить прием лоцмана. Принимаете лоцмана, проверяете трап, провожаете лоцмана, даете ему информацию о судне, pilot card, чек-листы на подпись. Обязательно предложите лоцману чай, кофе, может что-то покушать, в зависимости от того, насколько длинная по времени лоцманская проводка. То есть теплый прием человека гарантирует очень эффективно его взаимодействие во всем бриджтиме. Это снизит определенную нагрузку и облегчит, так скажем, эмоциональный климат. То есть все зависит от того, как вы примете этого нового незнакомого человека в вашу команду. Также помогайте лоцману с ИГДИСом и с радаром. Он может попросить вас поменять какую-то настройку, что-то изменить, какие-то векторы, режим движения, все что угодно. Слушайте, как происходит Master Pilot Exchange. Как обмениваются информацией капитан и лоцман. Как лоцман освещает свои планы на предстоящую лоцманскую проводку. Слушайте это внимательно. Вы часть бриджтима. Вы должны быть в курсе его планах. Как вы будете ехать, что вы будете делать. Это поможет в эффективности работы всей команды. Когда мастер с лоцманом выйдут на крыло, уже ближе к причалу, вы должны будете докладывать капитану о скорости сближения с причалом. Это очень важно. Четко и ясно отрабатывайте команды на руль, на телеграф. Потому что это тот самый опасный момент при сближении с причалом. Во втором случае вы пойдете швартоваться. Тут в двух словах не расскажешь. Швартовка — это самая опасная операция. Итак, поехали. Вахта в порту. Проинструктируйте вашу палубу, ваших моряков, которые у вас стоят на вахте, с тем, чтобы они мониторили постоянно трап, находились там и манифолд во время грузовых операций. Значит, также проинструктируйте их ведению журнала Visitors Logbook, чтобы ребята выдавали карточки, security card под номерами, и также их принимали обратно, когда человек уходит. Если вы ожидаете инспекцию, и инспектора лучше встретить вам лично. Вы тогда его сами проинструктируете, выдадите карточки, расскажите ему про тревоги на судне, про меры предосторожности, проведите его по безопасному пути. То есть вообще, в принципе, 50% успеха инспекции зависит от того, как вы его встретите. Установите пломбы на двери в помещение согласно вашего ship security плана и проверяйте их. Особенно это актуально в бедных странах в Африке, где высока вероятность кражи. По грузовым операциям следуйте строго указаниям Старпома. Вы уже офицер, вы уже должны обладать тем самым минимумом знаний, чтобы уметь оперировать клапанами, следить за креном, за дифферентом, за давлением инертного газа. Вы осуществляете связь с берегом. Старпом не сможет находиться с вами круглые сутки, он периодически может вас оставлять одного. Вы будете держать связь с берегом, внимательно слушайте станцию. Отвечайте на вопросы. И в случае emergency вы должны уметь остановить грузовые насосы на выгрузке и сделать это правильно. Этот случай аварийный может произойти у вас на судне или даже на берегу. И берег может вас позвать с тем, чтобы вы сделали emergency stop. Вы должны знать вот эти вот базовые вещи. Теперь перейдем к вашим обязанностям. Начнем с подготовки документов на порт прихода. Это, пожалуй, одна из самых ваших ответственных задач. Мы подробнее о ней поговорим в следующих выпусках. Список документов пришлет вам агент. Мониторьте месседжи. Это будет Crew List, Ship Particulars копия, Ship Stores Declaration, Crew Currency, Maritime Declaration of Health, Vaccination List, Port of Call и другие различные формы, плюс копии сертификатов.
Даже несмотря на то, что агент прислал какой-то ограниченный список документов, готовьте дополнительные документы, которые в том числе не указаны в гайде. Готовьте по максимуму, делайте запасные копии. Власти могут потребовать большее количество, чем было написано в сообщении. Это нормальная практика. Поэтому готовьте это все заранее. Очень важно заполнять все правильно и без ошибок. Особенно это актуально в странах Африки, где за малейшую ошибку, либо у вас, например, отсутствует значок номера в КРУ-листе. Если у моряка в паспорте он присутствует. Это серьезное нарушение. В странах Африки, как я уже сказал, будут большие штрафы. И, возможно, эти штрафы коснутся и вас. Даже несмотря на то, что в вашем контракте не будет прописано, что вот вы будете оштрафованы, несмотря на это, капитан может снять с зарплаты определенную сумму. Это может быть $300, а то и больше. Вот. Вы с этой позиции либо пойдете двумя путями. Либо вы выучите урок, так скажем, согласитесь с этой суммой штрафа, либо пойдете по букве закона и будете противиться такому решению. Но в этом случае вы попадаете под риск, так скажем, плохой характеристики. Выбор за вами. Вы delegate safety офицер. Вы ответственны за safety на судне. Это life-saving appliances и firefighting equipment. У сменщика вы получите ваш inventory лист всего оборудования. У вас также будут 3 книжки ваших основных. Это SOAS, LCA-код, FSS-код. Эти 3 книжки вы будете держать чаще, чем все остальные на первых порах. В вашей компании будут чек-листы. Что и когда и как часто проверять. В первую неделю проверьте все свое заведение. Теперь давайте по порядку. Начнем со шлюпки. Lifeboat. Изучите ее, что там находится, как работают все системы. Вы должны понимать, как ее спускать, как ее поднимать, как давать гаки, релиз систем, как включать орошение, как ее заводить, как переходить на аварийное управление. На эту все операции у вас должны быть специальные постеры, специальные инструкции. Копии этих всех инструкций обязательно вы должны вложить в ваш Ship's Training Manual, которые будут находиться в меструмах. На это тоже обратите внимание. Также следите за состоянием, особенно на срок истечения даты. Expiry date для снабжения в шлюпке. Это вода, еда, батарейки для фонарика, аптечка, таблетки от морской болезни. В некоторых случаях радар-рефлектор тоже может иметь expiry date. Пиротехника и огнетушитель. Обязательно еще проверяйте, чтобы горели все лампочки, в том числе и на шлюпбалке. Очень часто из-за вибрации судна эти лампочки отходят и потом не горят. Двигатель, топливно-масляную систему, аккумуляторы, как правило, проверяют механики, но вы тоже должны быть в курсе всех этих операций. Дальше, спасательные плоты. У вас будет специальный тест-кит. Вы заблаговременно будете проходить специальный курс и получить сертификат, как его использовать. Также там будет дата по Hydrostatic Release Unit. На каждом плоту будет специальный пенал. Внутри должна быть карточка заполнена. Спасательные круги. Это очень важно. Их бывает несколько типов. Обычные, с линием на корме, с самозажигающимся огнем. Если на танкере, то он должен быть intrinsically safe исполнения. И на крыльях мостика. Также огонь плюс дымовая шашка. И эти круги будут весить больше. Следите за его общим состоянием. За состоянием grip lines. За маркировкой. Потом пиротехника на мостике. Emergency Escape Bracing Device. Обязательно смотрите, чтобы было давление в норме. И чтобы трубки, маска, вся конструкция дыхательная была в норме. Дальше. Fireman's Outfit и Self-Containing Bracing Device. Я сейчас не буду детально останавливаться на этом процессе. Главное, чтобы у вас и баллоны были заправлены. Основные и запасные.
с тем, чтобы костюм пожарного и его снаряжение было в норме, в полном объеме, в полном комплекте. И очень важно, если баллоны не заправлены, у вас будет компрессор. Необходимо добить соответствующее давление. В некоторых компаниях этот компрессор будут проверять на годовой инспекции береговые специалисты. В другой компании будете будете заниматься этим вы. То есть у вас будет специальный тест-кит, будут gas detection tube, и вы будете проверять то качество воздуха, который выпускает этот компрессор. И период может достигать раз в 3 месяца. Дальше огнетушители. Как я уже сказал, что ваш сменщик передаст вам ваш инвентарь-лист, в котором будут указаны все огнетушители на судне, включая запасные, которые у вас будут в кладовке. И здесь очень важно с тем, чтобы вы сравнили актуальное их количество и состояние с фаерпланом на судне. Я сейчас не буду говорить о том, каким огнетушителем что надо тушить, если исходить из типов. Но по конструкции их 3 типа. Как правило, это portable, то есть переносной небольшой огнетушитель. Это будет movable на колесах, который вы можете перемещать по палубе. И fixed, то есть стационарный огнетушитель, как правило, в машинном отделении с удлиненным шлангом. Дальше fixed fire system. Тут бывает 2 варианта. Либо у вас будет CO2, либо у вас будет пена. На танкере, если есть помповое отделение, то тут 2 места. Engine room и pump room. Разберитесь, как работает эта система. У вас должна быть инструкция, как ее правильно запускать. Дальше. У вас еще будет water spray system, например, в Paint Story. Ее вы тоже будете тестировать, если я не ошибаюсь, раз в 6 месяцев. Но в любом случае все эти сроки, которые я вам сейчас называю, их надо уточнять и действовать в соответствии с политикой компании. Пожарные шланги, гидранты, лафетные стволы, foam monitors. Все должно крутиться, нозы должны вращаться, шланги не текут. Длина по соусу на палубе и в машине разная. Обратите на это тоже внимание. Emergency towing arrangements. Смотрите, чтобы тоже были инструкции по использованию. И очень важно, на корме у вас будет буй самозажигающийся. Следите за периодичностью замены батарей. Дальше. SAPEP. Это оборудование по борьбе с розливом. SMPEP на химиках. Потом Helicopter Operation Equipment, чтобы все соответствовало согласно требованиям, все оборудование. В том числе, на что обратить внимание, на фонарик. Если это, еще раз говорю, танкер, я буду говорить вам исключительно про танкера. Intrinsically safe исполнение этого фонарика. Смотрите за датой использования батарей. Дальше, мастер-лист. Очень важное. Обязанности по тревогам. Находится на каждой палубе, включая палубу мостика и engine control room. Там, где расписано, что должен делать каждый член экипажа в зависимости от той или иной тревоги. У каждого члена экипажа также будет своя каютная карточка, которую вам необходимо обновлять. Дальше у вас будут safety committee meeting. Документацию все будете заполнять вы. Либо старпом, тоже в разных компаниях по-разному, но велика вероятность, что это делает третий помощник. То есть это общий сбор, раз в месяц собирает капитан всех членов экипажа и обсуждают наболевшие вопросы по безопасности, про текущие операции, про какие-то нововведения, про предстоящие какие-то операции, проблемы, сообщения, различные циркуляры, которые прислала ваша судоходная компания. То есть, по сути, все что угодно там можно объяснять, но как минимум раз в месяц такие сборы должны организовываться. И канцелярскую работу в этом отношении выполняете вы. То есть, вашей задачей заключается все протоколировать, что обсудили, кто обсуждал, и краткий перечень всех этих вопросов. И этот отчет потом вы будете отправлять в компанию. Также будут проводиться онборд-тренинги. И организатором будете вы вместе с капитаном, вместе с старпомом, и тоже всю отчетную документацию вы, естественно, будете заниматься.
Значит, что здесь важно? Вообще, я вот сторонник, вот есть так называемые онборд тренинги, то есть электронная система тренинга для всех членов экипажа. И я сторонник такие вещи, вот наподобие Сигала, проходить дома. А, Потому что там показывают вам виртуальные какие-то операции, как работает та или иная система. И по большому счету дома перед рейсом освежить в памяти те или иные вопросы, сдать этот тест и приехать на пароход уже заниматься делом. Зачем, я не вижу просто смысла, зачем вот вы сидите на судне, зачем в каюте или там в офисе открыть Seagull ноутбук и проходить эти все модули обучения, глядя в экран монитора, когда вы просто можете пойти руками потрогать тот клапан, нажать ту, соответственно, кнопку, ну, либо посмотреть, где она находится. То есть все вживую, вы на судне находитесь. Зачем вам смотреть это виртуальное все? С другой стороны, если вам действительно не хватает каких-то определенных знаний, матчасти, ну, есть интернет, ну, нет интернета на судне, ну, возьмите с собой какие-то обучающие видеоролики. Информации сейчас очень много. То есть исключительно для вас разобраться в том или ином вопросе сейчас не представляет труда. А компания обязывает проходить моряков на борту судна эти тренинги. То есть, ну, это как бы мое мнение. Конечно, многие, может быть, и не согласятся с этим. Но тем не менее. Эффективные тренинги еще устраивают, вы периодически тоже должны это делать, по сейфти. Когда собирается группа людей, членов экипажа, и вы еще раз морякам показываете, что вот есть шлюпки, вот есть плоты, вот так шлюпку отдавать, вот так ее спускать, заводить. То есть определенные операции еще раз периодически освежать в памяти, это нормально, это приветствуется, и это должно быть выполнено. Но сидеть за компьютером, я еще раз говорю, как бы принудительно человеку смотреть этот курс, что просто для галочки закрыть этот модуль, то лучше это делать дома. Resilience тоже будет повешено на ваши плечи. Различные другие, там, LFI, Reflective Learning, то есть есть разные технологии, есть очень много сейчас методов этих всех тренингов онборд, поэтому обязательно у сменщика возьмите тот перечень всех необходимых тренингов согласно процедур компании, когда какой проводить, сколько раз в месяц, куда и что отправлять в компанию. Дальше, по канцелярским обязанностям. Вы будете заведовать вашей канцелярией, то есть элементарный офис, бумага, ручки, картриджи для принтера, блокноты, папки, файлы, ну, по сути, все, что у вас есть, все, чего, допустим, не хватает, мой совет. Делайте это заранее. То есть, допустим, у вас есть заявка, раз в 3 месяца вам привозят все снабжение, делайте это в процессе этого периода. То есть, заканчивается, допустим, ручка, там, черного цвета, да, напишите ее для себя на листок. Заканчивается бумага, заканчивается там желтый принтер, желтый картридж в принтере там у Чифа Пуха. Запишите. И в процессе, когда у вас этот подойдет срок, 3 месяца, вам подойдет капитан и скажет, ну что, где твоя заявка, мы ее сейчас будем отправлять. Там 2 дня на подготовку. У вас уже она будет сделана. Вы еще раз просто проверите все, что вам необходимо. Еще раз посмотрите про канцелярию. Возможно, кто-то из механиков вас попросил там какие-то папки заказать или там степлер, еще что-то. Вы это все мониторите, подбиваете список, и в конце вы уже практически готовы. И отправляете эту заявку. Естественно, ваше личное заведование тоже по сейфити. Смотрите, важный момент. По запасному оборудованию оно должно быть, несомненно. Круг может сдуть, потерять. Шланги запасные должны быть обязательно. Но когда вы заказываете какое-то запасное сейфти оборудование, вы должны объяснить. Вы должны объяснить капитану, потому что капитану придется объяснять в офис. Если офис скажет, зачем, у вас согласно СОЛАСа есть это оборудование на судне? Есть. Зачем вам еще? И начинаются вот такие вот игры с экономикой.
С одной стороны, он на сейфите. Если в случае чего не хватит, то мы должны это, так скажем, возобновить. А с другой стороны, экономика. Сохранить тот самый баланс. Особое внимание уделяйте маркировке. IMO, символам, постерам. Все должно быть у вас отмаркировано. Судовые журналы. Заказывайте с запасом. Не допускайте того, чтобы у вас посреди океана закончился судовой журнал, либо какой-то другой необходимый важный журнал. Дальше. Особо важный момент по крученджу. Вы ответственны за документы по крученджу. Уезжает человек, вы должны подготовить ему справки о плавании, поставить необходимые печати, взять, организовать все СМС-буки, подписи капитана, проверить, выдать все сертификаты, агента детали, контакты, в общем, фай-детали выдать. В общем, всю эту бюрократию тоже необходимо готовить вам. Приезжает новый человек, вы должны проверить все сертификаты, дипломы, желтую лихорадку, все, что необходимо от человека согласно его должности. То есть весь комплект документов должен быть в полном порядке. Капитан у вас спросит: приехал к нам этот товарищ, у него с документами все в порядке, и вы должны сказать утвердительное «да», либо утвердительное «нет». Но если нет, то вы должны заявить об этом сразу. Потому что если у человека есть проблемы с документами, то смену уже не проведешь. Вот. Ну, как правило, если человек приезжает работать, то, естественно, в здравом уме он подойдет ответственно к этому вопросу. Но люди бывают, опять же, разные. Потом, помимо этого, вы еще ведете Official Logbook. Это журнал, официальный журнал флага. Вот, например, у багамского флага есть Agreement and List of the Crew. Это журнал, где также нужно регистрировать членов экипажа с датами, с подписями, когда кто выбыл, кто вместо него приехал. В общем, вся эта рутина кладется также на ваши плечи. Потом, очень важно, allotments. Зарплата моряков. В некоторых компаниях этим занимается офис. Может также это лечь и на ваше заведение. То есть вы собираете банковские детали, реквизиты счетов всех членов экипажа. У одного человека может быть несколько счетов, там свой, жены, брата, кума и так далее. И когда приходит месяц, определенную дату, вам об этом заблаговременно сообщает капитан, вы собираете информацию, кто сколько будет отправлять и на какой счет. У вас уже заранее все эти реквизиты подбиты, вы просто предоставляете эту информацию. Ну, важно, собирайте у всех подписи. Вот есть конкретный счет, есть конкретные реквизиты, которые моряк указал или вам дал. Подпишите у него их. То есть, чтобы он проверил. Вы такой же человек, он такой же человек. В банке даже может быть ошибка. Вопрос денег. Очень важный. Для этого, по сути, в основном только для этого туда люди и приезжают в море. В том числе и вы. И если где-то какая-то цифра не так стоит, вы где-то ошибились, подойдите к человеку, поставьте этот лист, чтобы ребята проверили и все подписались, что да, действительно все совпадает, все правильно. Вот. Только после этого делайте отправку. Инспекции. Если мы говорим про Sire Inspection, то готовьтесь по VIQ. Про VIQ вам никто не скажет, кроме на пароходе. Поэтому посмотрите его заранее. Там, по сути, вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Все по вашему заведованию. Берете, читаете, идете, проверяете. Если что не так, приводите в норму. Ничего, по сути, сложного нет. Сменщик вам должен оставить handover notes. То есть все, что он делает. Как начинается его обычный день, рутина, и как он заканчивается, и что он в этом дне должен сделать. Какие репорты, как часто подавать. Что где находится. Что сейчас в ближайшие первые дни, так скажем, надо сделать срочно. Что уже сделано сейчас, но нужно довести до конца. То есть любые организационные вопросы, нормальный человек, нормальный сменщик вам это все предоставит. И обязательно возьмите у него контакты, чтобы вы смогли с ним списаться,
по WhatsApp, по Телеграму, ну, по чем угодно. Главное, чтобы был человек, чтобы вы с ним вышли на связь и задали тот или иной вопрос, если вам что-то вдруг станет непонятно. Это нормальная практика, я сам, да и многие ребята оставляют свои контакты, идет живое общение, если что-то вдруг куда-то потерялось, либо чего-то там где-то не хватает, мы найти не можем, подскажи, где это лежит. Вот. И либо вот такой-то есть вопрос, мы не знаем, что делать, у вас это вроде как было, подскажите. Ну, то есть вариантов будет масса. В любом случае вот этот фидбэк от человека, который отработал целый контракт, он очень важный. Вот, принимайте это во внимание. Ну, в общем, подходим к концу. Вот те рекомендации, которые я вам дал сейчас, да, я поднял сейчас свои джуниорские заметки третьего помощника, посмотрел, ну и даю вам это с позиции второго помощника. То есть вроде как я сам недавно был им, но в любом случае уже что-то начинает забываться, потому что когда человек переходит на новую должность, вот этот опыт вот, детальный, он начинает затмеваться новыми обязанностями, более ответственными. Идешь дальше старпома, еще больше ответственности. Идешь к капитану, еще больше. И вот эти все детали, которые мы отвечали, ввели каждый свой бизнес, да, второго, третьего старпома, они начинают забываться. И поэтому, чтобы не быть, так скажем, однополярным в этом вопросе, потому что действительно вопрос важный. С одной стороны, завидование не такое большое, хотя по большому счету я и расписал, и кажется много. Но дальше будет больше сравнительно. Я решил попросить мнение других экспертов в разных должностях. Вот что, по их мнению, действительно важно в начинающей, так скажем, карьере, в старт идти третьим помощником. Что человеку нужно в первую очередь знать, обладать каким-то минимумом, на что нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы просто не растеряться. Потому что на него плечи обрушивается большая ответственность, очень много обязанностей. Да, он был на практике, он был кадетом, он проходил все это, он готовился, но у него это было в формате безответственного. То есть он не нес за это, он за это не отвечал. И когда с кадетов приезжают уже в помощники, когда уже с тебя спрашивают эту работу, человек по-другому себя ведет. Плюс многие вещи могут отличаться от тех, чем он занимался раньше. Что-то ему могли не рассказать, что-то он сам не мог узнать. Также интересно, конечно, было послушать ребят, которые только учатся в университете, пришли вот с первой практики, они пойдут на вторую практику свою, чтобы добить свой 12-месячный ценз. А что вот по их мнению? Английский язык, теория устройства судна, МППСС и конвенции. Того, чтобы повыситься до третьего помощника, практики в именно переговорах, практических переговорах с другими судами, с портами, с властями. Потому что мы знаем, чисто формально, что в теории он должен делать. Что для начала понять, кто такой офицер, зачем ему нужно становиться. Когда человек приходит на практику, прежде всего его должны допускать к мостику. Либо машинное отделение заступаешь, либо на палубу, либо на камбуз, но ни в коем случае не на мостик. И только приходилось за счет своего времени. После рабочего дня к старпому, у которого идет вахта с 4 до 8, он говорит следующее: я не буду с тобой стоять вахту, я только спрашиваю. Если ты хочешь что-то мне рассказать, ответить, тогда да. А если ты хочешь чему-то учиться, это тебе ко второму помощнику. То есть тебе надо ночью заступать. И то тебе надо выходить днем на рабочий день с 8 до 5 вечера. И поэтому я собрал мнение экспертов в разных должностях. Вот что, по их мнению, необходимо в первую очередь человеку, который только начал свой путь помощником капитана. По моему мнению, чтобы уйти в рейс первый раз в должности, нужно как минимум знание своей профессии хотя бы на 60% от всего, что нужно знать в вахтенному. Также надо успешно пройти собеседование в крюинге со специалистами, а это значит, что нужно знать специфику отбора кандидатов на должность. То есть нужно уметь решать тесты на английском и знать ответы на вопросы капитана-наставника. К этому можно подготовиться, посещая различные курсы повышения знаний. Еще нужно иметь твердый стержень, как психологические, так и морально, волевые качества.
так как все люди разные и ко всему нужно подобрать подход. Также, будучи работой рядовым, посещать мост как можно и, как позволяют офицеры, чаще, так как нужно привыкнуть к обстановке на мосту. Показывать уверенность, знания, готовность на мостике капитану в целях получения промоушена и дальнейшего продвижения у капитана и компании. Быть инициативным во всем и целеустремленным. Так же, как вахтенному офицеру, нужно знать, где найти информацию по любым вопросам. Настроить себя в 3 аспектах. Первый аспект – это моральный. В первую очередь вы офицер на борту судна, и вам необходимо нести ответственность. Поднимаясь на мост первый раз, да, и приезжая на борт судна первый раз вахтенным помощником, в первую очередь необходимо изучить оборудование мостика, электронные карты, радары. После чего я порекомендую изучить нормативную базу, конкретно компанейскую, и знать, какие бумажки, какие чек-листы, рассмотреть и изучить возможные типы записей в судовой журнал. Придя джуниором или третьим помощником первый раз, поменьше суеты, меньше лишних движений. Информации будет очень много, поэтому лучше завести блокнот, все записывать, даже самые мелочи, чтобы ничего не упустить. Главное работать с литературой, знать, где это можно найти. Всего весь объем информации, все, что написано в книжках, конечно, не запомнишь. Но к этому нужно стремиться. С конвенциями, что касаемо LSI, FFE, такое как количество огнетушителей, их вес, когда менять, количество пожарных рукавов, какой длины, при какой ширине судна, что это должно быть. Все это нужно уметь найти, когда там АДГ запускается, что. Также и работать с мейкерами, которые производят оборудование, те же там шашки дымовые. Если в чем-то уверен, то говори не потому, что там я так думаю, а всегда свое убеждение подкрепляй литературой, политикой компании. Тот же пример, когда работая на балкерах, тебе сваливают работу машинного отделения по касаемо безопасности. Но этого ты не должен делать, потому что у тебя написано в политике компании, что этим там занимается такой-то механик, ты занимаешься тем-то в таком-то месте. Надо уметь отстаивать свое мнение. Касаемо навигационной вахты. Выполнять требования капитана. Night Order Book, Master Standing Orders. Знать, что в них написано, как вызывать мастера. Всегда прочитать, что пишется в ночной книжке, потому что там это документ, вы за это расписываетесь, каждую вахту. Все, что написано, все, где стоит твоя роспись, это твоя ответственность. Это не просто ты прочитал, это не игрушки. Это действительно серьезная работа, к которой нужно относиться серьезно. На мостике под тобой весь экипаж, вся машина. Ты ведешь пароход, ты ответственный за все. Ты должен принимать на вахте и обрабатывать информацию, которая касается текущей навигации, такие как нафтексы, наварии, вдруг какие-то стрельбы или там запрещенные зоны, в которые не нужно входить. Все нужно своевременно обрабатывать и уметь читать. Конечно же, знание английского. Если смотришь сериалы, отвлекаешься, старайся смотреть их на английском. Пусть субтитрами, как угодно. Лишь бы у тебя шла наработка какая-то, в глаз привыкал к английскому языку, как пишется, как слышится. Порой это разные вещи. Надо все постепенно, степ-бай-степ. Начиная с подачи документов, обработки их, составления. Не надо сразу лезть в чифовские документы или в мастера документы. Нет, сначала надо со своими разобраться, потом, конечно, идти обучаться, что там у третьего помощника, от третьему ко второму, от второго к старпому. Все one by one, step by step. Начнешь, научишься со своими документами работать, уже тебе понятно будет, как с более серьезными документами обходиться. Все постепенно, как ходьба маленького ребенка. Научись сначала маленьким шажкам, чтобы потом перебраться к более крупным. Тоже в случае собственной практики заранее никогда не закрывать вахту. В случае собственного опыта за 2 минуты до окончания вахты пришел дистресс. И мы его оформляли все по-честному, все по-правильному, что приняли сигнал, такой-то номер сообщения по Инмарсату, начали действовать, пошли спасать, и мы реально тогда пошли спасать.
Однозначно это отход судна из порта. Как только там начинающий помощник сел на пароход, у него будет отход судна. А это, понятно, лоцманская проводка. Делать manual position fixing. Здесь надо, конечно, хорошо знать в плане того, что там докинг могут поставить там при отшвартовке. Там вектора скорости там попадают в ступор, особенно помощники. Это с освещением на судно. Вот пароход начинает отходить, как бы, тем более, если штурман его не знает. То есть, как правило, необходимо там включать, выключать какие-то освещения на судне. То есть это когда отшвартовка, там лоцман горит вперед смотрящий, огни выключить, там мешают ему, там боцману на баке оставить. Искать огни уже как бы нет времени. Ну, конечно же, все остальное тоже по навигационной части, все необходимо знать. Подготовить мостик наверняка ему надо будет тоже. То есть это все рулевку протестировать. Ну, в общем, конечно, очень много, тут так не охватишь особо. По поводу моих пожеланий к помощнику, который первый раз в должности приехал на судно. Для меня, если человек обладает базовыми знаниями, полученными в универе, это уже хорошо. Всему остальному я его научу. За ним остается простое желание продолжать учиться, умение признавать свои ошибки, работать над их исправлениями и не бояться задавать вопросов. Мой любимый слоган: не бывает глупых вопросов, бывают глупые решения. Ребят, надеюсь, что кто-то почерпнет из этого видеоролика для себя что-то полезное, что-то для себя отметит, куда копать, над чем стоит поработать. Возможно, кто-то добавит уже, кто это прошел, свой опыт, свою историю, с какими проблемами человеку пришлось столкнуться на первых порах. Пишите, обсудим. Всех благ.